Истории инки из Лапландии. Лесной обман. Часть 5. Когда Айлу-Ниеда помогла инке выбраться из болота, та едва держалась на ногах. Черная вода стекала с ее одежды тяжелыми каплями, а лицо и руки были вымазаны темной болотной тиной. Айлу-Ниеда крикнула духу: «Ты больше никогда не будешь моим хозяином! Ты останешься лишь воспоминанием о моем заточении, тенью, у которой нет больше власти!» И болото приняло ее слова. Шувва-Этну метнулся к самой середине топи, туда, где чуть виднелось зеркало инки. Вода сомкнулась над духом, и зеркало поглотило болото. Черная гладь вздрогнула и стала спокойной, как ночное небо. Айлу-Ниеда стояла неподвижно, вспоминая свою жизнь до заточения. Инка молчала рядом. Она знала, сейчас происходит то, что нельзя торопить. Духа можно изгнать, но Айлу-Ниеда нужно время, чтобы принять свободу. Вода в центре болота посветлела, полная луна отразилась на поверхности. Черная глубь болота уже не казалась такой бездонной. «Он исчез навсегда?» — тихо спросила Айлу-Ниеда. Инка покачала головой. «Нет, он будет жить в страхах людей». Болото приняло в дар зеркало инки, чтобы всегда видеть себя. В этот миг над трясиной пролетела птица. Крылья ее разрезали туман, и воздух наполнился новым звуком, живым и ясным. Первая птица за долгие годы. Инка взяла Айлу-Ниеда за руку, и они пошли. С каждым шагом земля становилась суше. Мох пружинил под ногами, воздух пах соснами. Девушки шли неспешно, и казалось, что сама осень раскрывает им свои объятия. Лес мерцал теплым янтарным светом, березы стояли белыми стражами, а кроны их пылали медью и золотом. Листья мягко кружились в воздухе и ложились под ноги, словно устилали им путь. Каждый шаг звучал тихо, будто сама земля прислушивалась к возвращению шаманок. Айлу-Ниеда шла впереди в синем платье. На груди ее сияла фамильная брошь из серебра, ловя солнечные лучи и отражая их мягким светом. Лицо ее было спокойное, но в глазах горела глубина, та, что появляется у тех, кто видел тьму и вернулся. В ее походке больше не было тяжести. Она шла ровно, как та, что вновь обрела свое имя. Инка шла следом. Темные волосы струились по ее плечам, а на лице и руках еще оставались едва заметные узоры, как память о болоте и о преодоленном страхе. Камни по краям тропы казались древними хранителями. Даже ветер не шумел. Он сопровождал их путь. Здесь был бесконечный миг красоты, в котором инка, Айлу-Ниеда и сама природа сливались в едином танце осенней тишины и света. На тропинке они встретили Йогру.
Она стояла на камне и держала в руках плетеную корзину до краев, наполненную алой клюквой. Несколько бусинок клюквы выкатились на землю и светились среди золотых листьев. Йогра замерла, увидев их. Девушка осторожно подошла к Айлу Ниеда. «Ты больше не станешь Чалбмияхки?» — тихо спросила она, будто боялась договорить. Айлу Ниеда покачала головой. Это имя было тенью. Теперь я знаю свое. Йогра посмотрела на нее внимательнее и увидела не лягушку из болота, не пленницу старого духа, а женщину, чье лицо стало ясным, как небо после долгого тумана. Айлу Ниеда улыбнулась. Болото стало другим. Сегодня клюква сладкая, а раньше она была горькой, сказала Йогра. Инга шагнула вперед и взяла одну ягоду с края корзины. Она поднесла ее к свету. Алая бусина засветилась, как маленькое сердечко. «Земля больше не держит обиду», — произнесла Инка. Йогра протянула корзину Айлу Ниеда. «Возьми, первая ягода для нового имени». Айлу Ниеда взяла клюкву и на мгновение закрыла глаза. Когда она попробовала ее, сок оказался терпким и сладким одновременно, как сама жизнь. И с того дня болото перестало быть местом, куда ходят с опаской. Прошло немного времени, и на кочках болота зазолотилась другая ягода — морожка. Сначала появились зеленые листочки, похожие на маленькие ладони, раскрытые к солнцу. Потом белые цветы, легкие, как дыхание тумана. А к концу лета болото вспыхнуло теплым янтарным светом. Ягоды морожки наливали словно маленькие северные солнца. Они светились мягким золотом среди мха и отражали в себе свет долгих летних дней. Люди приходили собирать их осторожно, с благодарностью. Старейшины говорили: «Морожка растет там, где болото простило». Считалось, что если съесть первую ягоду с чистым сердцем и прошептать свое имя, оно станет крепче, чем прежде. Шува-Этно больше не был хозяином топи. Он стал тем, чем и должен быть страх, предупреждением, а не властью, тенью, напоминающей о силе имени. Айлу Ниеда вновь пела земле, а Йогра рассказывала детям, что даже самое темное место может стать светлым, если назвать свое имя. И когда по вечерам над болотом поднимается легкий туман, Инка говорит: «Это не шепот духа, это дыхание земли, которая вспомнила себя». И в этом дыхании больше нет страха, только память.